Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Плейлисты находятся на главной странице моего канала. В разделе «Плейлисты» сверху вы увидите. Нажимаете на раздел и проваливаетесь в папочке с плейлистами. Выбираете любой плейлист, смотрите видео. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет. Слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за теплые слова. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже давно-давно работаем. Узорчик сегодня будет несложный, узорчик будет плотный, но интересный. Итак, ниточки, какие я использую. Вы, естественно, берете любые, какие вы хотите, да? Летний вариант, зимний вариант. Возможно, это будут ниточки более плотные, там полипропиленовый шнур, полиэфирный шнур, на здоровье. Я просто показываю на ниточках, которыми будет вам удобнее и доступнее показать. Итак, это получается, у меня называется Yarn Art Elite ниточка. Здесь получается 100% акрил. Здесь получается ниточка Yarn Art Baby. Вот такая вот упаковочка, просто упаковочка уже куда-то задевалась. Yarn Art Baby. Это тоже 100% акрил. И метраж получается у них одинаковый. 50 грамм 150 метров у маленького моточка, а у большого в 100 граммах 300 метров. Это одно и то же. Идем далее. Так, нам говорит производитель, берите здесь крючок 3,5 миллиметра. Вы подбираете под себя, под свою пряжу, также смотрите, да, и подбираете крючок. Итак, вот 3,5 миллиметра. Хотите, чтобы было более плотное вязание, да, берете крючок потоньше. Если хотите более такое воздушное, более рыхлое вязание, берете крючок потолще. Ну и также подбирайте под свою плотность вязания. Итак, узорчик несложный, повторюсь, да. Как всегда, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петелек. Давайте сегодня наберем с вами по раппорту узорчика. У нас получается раппорт 2 петельки, и мы с вами наберем еще дополнительно одну петельку, чтобы узорчик красиво закончился. То есть мы набираем нечетное количество петель. Вот так проще скажем. Угу. Итак, я буду делать 31 воздушную петельку. Для начала мы делаем петельку фиксации, все как всегда. И эту, получается, петельку фиксации при наборе мы не считаем, да? А теперь 31 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ну и 31. Вот наш будущий образец. Теперь что мы делаем? Мы делаем одну воздушную петельку подъема. 1. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Ныряем вот во вторую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Оп, столбик без накида называется. Далее идем в следующую петельку цепочки, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки вместе. И так далее вы идете до конца ряда. И считайте, да, если я набирала 31 воздушную петельку, у меня по итогу должно получиться 31 столбик без накида. Ну, а вы, естественно, смотрите, как вы набирали. Большее количество петелек, меньше. Самое главное, чтобы количество совпадало. Угу. Все. Вот так вот до конца ряда идем. Несложно. Вот такая вот получится у нас дорожка, змейка. Угу. Давайте. До конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая красота. Несложная, да, получается. Далее что мы делаем? Вот мы провязали последний столбик. Воздушная петелька, поворот. И сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Теперь шагаем по всем верхушкам наших предыдущих столбиков и провязываем второй ряд точно так же столбиками без накида. Понятно? За счет того, что столбики без накида, то, что получается, вот мы делаем 2 ряда, да, узорчик будет плотненьким. Понятно? Вот. То есть, если это будет полустолбик, либо будет столбик с накидом, он будет немножко рыхловатый. О, с накидом решила сделать. Все, вот так вот столбики без накида до конца ряда. Угу. Все, давайте, это несложно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши 2 рядочка столбиками без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. И самый последний столбик, смотрите,
Вот мы делали там, где у нас была петелька подъема, да, ныряем в эту петельку, вытягиваем ниточку, и здесь мы должны провязать точно так же столбик без накида, но я хочу добавить для контраста ниточку. Вы можете добавлять, можете не добавлять, но мне будет так удобнее вам показать узорчик. Итак, смотрите, 2 петельки последние я провязываю новой ниточкой, ввожу новый цвет. То есть вот так вот в вязании новый цвет вводится, кто новички не знают, да? Смотрите, ряд закончился еще таким коричнево-песочным цветом, да, но в процессе вязания уже белая ниточка есть. Сделали воздушную петельку, подтянули коричнево-песочный цвет, беленький подтянули, поворот. И теперь сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Есть. А теперь смотрите внимательно. Вот наш второй столбик, но мы его не провязываем, мы опускаемся вниз. В самый низ, прям под столбик первого ряда. То есть там, где аж цепочка. Нырнули в цепочку, вытянули ниточку, подтянули ее, получается, до уровня третьего ряда. Видите? И только потом провязали. Вот. Следующий столбик провязываем столбиком без накида. А далее следующий столбик опять опускаемся. Вот наш второй столбик. Опускаемся вниз. Так, до цепочки. И получается ныряем аж в цепочку и вытягиваем ниточку до третьего столбика. И только там провязываем. Понятно? То есть у вас будет чередоваться столбик. Ну, назовем ее галочка. Да? Столбик, галочка, столбик, галочка. Чтобы вы не запутались, смотрите на ориентир по цепочки. Видите, здесь видно все петельки. Петелька, 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 петелька. То есть вы просто-напросто провязываете через петельку. И все. Следующий столбик. Столбик без накида. А далее вот смотрите вниз, да, петельку пропускаете. В следующую петельку, как ориентир, ныряете петельку цепочки. Вытягиваете ниточку до третьего ряда. И ее там провязываете. Все, несложно. И вот так вот шагаете до конца ряда, формируя, ну, назовем их галочки, да. Пусть это будут галочки вот такие вот. Вот. Несложно. То есть на одной стороне у нас вот такие вот получаются галочки. На другой стороне они более широкие. Видите? Вот. И несложно. Все, давайте вот так же до конца ряда шагаете. Так, столбик без накида. Следующая будет галочка. Все, и не собьетесь. Все, до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот все аккуратненько провязано. Видите? Другая сторона. Потом будем выбирать лицевую изнаночную, да? Итак, смотрите, у нас остался последний столбик. У нас же нечетное количество петелек. И последний вот этот вот столбик мы провязываем столбиком без накида. Красота. Воздушная петелька, поворот. Следующий ряд. Смотрите, мы сюда же ныряем и делаем столбик без накида. Меня спрашивали, для чего, да, делаете? Ну, девчата, ребята, потом просто удобнее вот так вот за эту петельку провязывать, нежели чем за воздушную. Ну, как по мне. Далее, смотрите. Вот, видите, наша как бы рогаточка такая, да? Мы, получается, ныряем вот в эту рогаточку и провязываем столбик без накида. А далее, смотрите, как интересно. Мы берем, получается, левую рогаточку, вот от этой нашей рогаточки, левую ножку, а от следующей рогаточки мы берем правую ножку. Видите? Протягиваем вот так вот петельку и 2 петельки провязываем вместе. Есть. Далее идет полноценная рогатка, да? Мы ныряем в центр рогатки и провязываем столбик без накида. А далее получается, берем левую ножку одной рогатки, правую ножку второй рогатки. Вытягиваем ниточку и провязываем. Здорово? Смотрите. И так далее. То есть, опять же, вы сохраняете столбик без накида, а здесь будет, ну, вот такой вот интересный столбик без накида. Ничего сложного. В рогатку столбик без накида, а затем ножки захватили и провязали вместе. В рогатку, ну, в центр, получается, рогатки, столбик без накида, а затем захватываете 2 соседние ножки 2 рогаток. Все. И вот так вот шагаете. Такая вот будет у вас красота. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. И в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, красота наша растет. Что мы делаем дальше? У нас получается, вот мы соединили 2 ножки рогаточек, и у нас остаются 2 столбика. Точно так же, как и в самом начале. Помните, да? Мы провязали 2 столбика без накида. И точно так же мы заканчиваем и здесь. 2 столбика без накида. Раз и 2. Все, ряд закончен. Следующий ряд. Воздушная петелька, поворот. Смотрите здесь внимательно, как мы будем делать. Здесь получается точно так же. Мы будем провязывать, как предыдущий ряд, да, то есть опускаться вниз. Но тут смотрите, какая особенность. То есть сейчас сразу же мы провязываем не
в столбик, а тут же мы, получается, ныряем в нижестоящий, получается, на второй, да, ряд. Первый ряд, второй ряд, коричневый. Нырнули, вытянули вот так вот петельку, подтянули до нашего ряда и провязали. Далее, смотрите, у нас, получается, идет столбик. Мы провязываем его обычным столбиком. А следующий, получается, у нас мы ныряем. Столбик мы должны провязать, но мы ныряем вот таким вот образом опять на 2 ряда вниз. И мы, смотрите, оказываемся, видите, вот такая вот галочка, мы оказываемся посерединке. Значит, все сделали правильно. Вытягиваем петельку, подтягиваем опять до своего ряда и провязываем. Понятно? Следующий столбик мы провязали столбиком без накида, а следующий столбик мы опускаемся опять вниз, вот, как ориентир, видите? И если внимательно посмотреть сзади, то получается мы находимся посередке между вот этими вот ножками. Это уже не рогатка, да, как бы перевернутая рогатка. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. И так далее. Столбик и как бы нырнули, провязали опять такая же галочка. Столбик без накида. Нырнули, галочка. Если вы все делаете правильно, то получается вы будете нырять как раз между вот этих вот ножек перевернутой рогатки. Вот видите? Если все делаете правильно, вот вы ныряете между ножек перевернутой рогатки. Между ножек, между ножек, между ножек, между ножек. Понятно, да? Вот. И так далее провязывайте до конца ряда. То есть несложно. Получается, первый наш ряд с белой ниточкой повторяется. То есть вы уже справитесь. Договорились? Давайте, а в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот наш ряд провязан практически до конца. Вот наш предпоследний столбик без накида. А дальше мы должны закончить точно так же галочкой, как мы ряд и начали. То есть мы опускаемся, получается, к нашему коричневому ряду. Вот таким образом ныряем. Вытягиваем нашу ниточку и ее провязываем. Все. Вы можете менять цвет, можете не менять цвет. Я продолжу этой же ниточкой. Воздушная петелька, поворот. И теперь наша с вами задача провязать все то же самое, что мы провязывали, то есть соединяли 2 ножки, да, соседних наших рогаточек, галочек. Вот, смотрите, вот у меня ножка 1, да, ножка 2, видите? Вот. То есть для начала, получается, что прежде чем их провязать, я здесь в первый столбик нырну, сделаю столбик без накида, а далее хватаюсь за ножки и провязываю точно так же их. Оп, и все, понятно? Следующий столбик, столбик без накида, а далее опять берусь за ножки своих галочек. Левая ножка, правая ножка. Вытянула ниточку, провязала. Следующий столбик, обычный столбик без накида. Опять далее. Левая ножка, правая ножка. Вытянули ниточку и провязали. Все, красота, красота. То есть вы, когда провязываете одним цветом, да, ну, можете, конечно, и несколькими цветами брать, провязывать, то тоже будет красиво. Очень-очень красиво. Все, получается, по сути, у вас всего лишь 2 ряда в вашем узорчике, да? Давайте еще раз провяжем до конца ряда. Я вас встречу, поменяю цвет и покажу, что будет у нас дальше. Договорились? Видите, как получается интересно? Давайте до конца ряда. Здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вырисовывается наша красота. Так, как мы заканчиваем ряд? Вот я сделала, получается, последние 2 ножки соединила. И у меня идет самый последний столбик без накида. Ныряю, вытягиваю ниточку и хочу провязать новым цветом. Ну, просто вам как бы повторить, да, напомнить новичкам. 2 последние петельки провязываем новой ниточкой. Я ее не отрезала, поэтому я ее сильно не тяну, то край зажулькается. Воздушная петелька, поворот. Сюда же ныряю, делаю столбик без накида. Вот. А теперь вспоминаем, что мы должны будем делать опять. Столбик без накида, галочка, столбик без накида, галочка. Помните, да? И наш как ориентиры, вот эти вот будут ножки наших галочек, которые перевернуты. Видите? Вот эти вот перевернутые. То есть я сейчас после столбика опять ныряю. Видите? И нахожусь между 2 ножками. То есть опять же на 2 ряда вниз, да? Вытягиваю, получается, эту петельку до своего ряда и провязываю. Следующий столбик будет обычный столбик без накида. Далее, следующий столбик. Опять нырнула. Как ориентир, вот у меня ножки. Видите? 1, 2. Когда вы сами провяжете, вы увидите, что это будет происходить автоматически.
То есть настолько просто, ну, просто вяжется узор. Все, и как бы крючок не сильно плотный, да, не сильно маленький имеется в виду, что вязание не слишком плотное. И поэтому вам будет очень просто нырять и провязывать. Опять нырять и провязывать. Вот я даже уже не смотрю, да, видите? И оно просто будет автоматически получаться. Все, столбик без накида, галочка наша. Видите? Красота. Переворачиваем, переворачиваем. Смотрите, везде, везде я, так, ну, назовем, скажем, попала, да? Вот, между ножками, видите? Между ножками. То есть все происходит автоматически. Красиво? Красиво. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот у нас одна сторона, да, красуется. Вот у нас вторая сторона вырисовывается. Итак, я сделала, получается, предпоследнюю галочку, да, и последний, получается, у меня идет столбик без накида. Столбик без накида, воздушная петелька, поворот. Вот. И вспоминаем опять, да. То есть мы с вами, получается, вначале провязываем столбик без накида. Теперь мы с вами будем подключать ножки, да. Получается, второй столбик мы провязываем столбиком без накида. А теперь подключаем ножки. Левая ножка, правая ножка. Вытянули ниточку, провязали. Следующий столбик, получается, вот эти между этими ножками, без накида. Левая ножка, правая ножка. Провязали. Столбик без накида. Левая ножка, правая ножка. Провязали. Столбик без накида. Так, секундочку. Столбик без накида. Левая ножка, правая ножка. Провязали. И следующий столбик, столбик без накида. Как вам? Красота? Красота. Я думаю, что получится обязательно у всех. Получится шикарно. Берите любую пряжу, любые ниточки. Пробуйте. Давайте свяжем с вами образец, увеличим на несколько рядочков. Да? То есть вы поняли, что в принципе повторяется буквально 2 ряда. Угу. Давайте увеличим наш образец и встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается красота. Красота может быть из одного цвета, из двух, из трех, из четырех и так далее. Можете использовать остаточки ниточек. То есть будет шикарно смотреться в любом варианте. Я, получается, делала по 4 ряда одного цвета. То есть вы можете делать по 6 рядов, да. Можете по 8, можете по 2, то есть как угодно. Вот, смотрите, какая изнаночка. Все так четко, ровно, аккуратненько. Ну, естественно, что получается лицевая сторона. То есть как бы объемная сеточка, да. Так, может быть, ее назовем. Узорчик, конечно, не имеет воздушных петелек, и поэтому как бы, ну, вот так вот он тянется, очень плотный, и даже по толщине получается он такой, ну, толстенький. Естественно, же получается, если для летних вещей, да, вы будете, например, хлопочек использовать, да, такой будет плотненький топик, плотненькая маечка, да. Если там, например, у вас будут зимние вещи, шарфики, снудики, то да, такие вот плотненькие. Мигусенький, конечно, но плотненький. Я думаю, что очень хорошо данный узорчик будет смотреться в сумочках. Девчата, кто спрашивал про сумочки, я думаю, шикарно будет. И необычно. Рюкзачки, сумочки. Ну да, с подкладочкой, конечно, потому что все равно дырочки, да, как бы есть. Но с другой стороны, если это будет летний вариант, тоже, может быть, пляжная сумочка. Да, шикарно. Я жду ваших комментариев, куда можно применить данный узорчик, потому что вы большие фантазеры, у вас много идей. Возможно, тут уже этим узорчиком вязал, рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, какими ниточками. Нам это все интересно. Давайте замерим. Если мы набирали 31 воздушную петельку, если это же плотность вязания, если этот же крючок, да, это же пряжа, ну вот, допустим, как вариант, то это 21 сантиметр. А здесь, получается, я вязала каждого цвета по 4 ряда. Начнем с белого. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и 4, 24. И еще 2 первых ряда. Это 26. Так, представляете, 26 рядов. И всего лишь только 10 сантиметров. Поняли, да? То есть, получается, столбики ж маленькие по высоте. И получается столько рядов, а высота не очень большая. Бывает так, что узор, да, сделаешь там 5-6 рядов, уже вот такая высота. Тут, конечно, нет. Тут воздушных петелек нет, он сильно не тянется, но вот такой вот интересный в копилочку ваших узоров. Угу. Итак, я жду ваши лайки, жду ваши комментарии. Не забудьте подписаться на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, подружками». Делитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо, конечно, большое. А также внизу под видео находится плюсик, называется «Сохранить». Вы спрашиваете, как сохранить можно узорчики. Вот так их и можно сохранить. Нажимаете на плюсик, и они у вас остаются в ваших папочках. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.